Вот сколько я уже слежу за играми, новостями о них, смотрю различные подборки и так далее, но по какой-то причине абсолютно все игнорируют такую замечательную игру, как Far Cry Primal. Мне кажется, она вообще недооцененная. И лично, на мое субъективное мнение, лучшая серия Far Cry. Прошло уже 8 лет после ее релиза. Как раз таки она вышла между 4 и 5 частью. По сути, разработчики справились за тот же самый срок, что и с предыдущими частями Far Cry. Новый вид оружия и прокачки, животные, племена и даже какой-то апгрейд своего поселения. Far Cry Primal не стоит сравнивать с другими частями из серии. Это абсолютно самобытный продукт. Все, что осталось от Far Cry, это движок и аванпосты. Primal как раз та самая часть игры, в которой можно смело сказать: меньше сюжета, больше геймплея. Честно, ребятки, признаюсь, я небольшой фанат серии игр Far Cry. Да, каждую часть я прошел, третью несколько раз, вторую еще больше, четвертую, пятую, недавно пропустил и шестую. Но меня они особо не цепляли, и допустим вернуться в них и поиграть спустя время желания вообще нет. Но как-то так получилось, что у меня из головы вообще вылетела одна единственная игра. Я просто забыл о ее существовании, будто бы и близко не компания Ubisoft создали этот проект. Он настолько уникальный, что цепляет своей атмосферой, хочется возвращаться и переигрывать в этот маленький шедевр, по крайней мере для меня лично. Я его начинал проходить еще в те времена, но чё-то были с компом траблы, не тянул, чтоб прям в удовольствие. Но вот по скидке приобрел все части Far Cry в Steam и потихонечку начал их проходить. Это было, если что, до всех тех событий, когда еще не было ограничений на покупку в Steam по региону. И я до сих пор помню то самое чувство, когда запустил Far Cry Primal. Какое же я получил удовлетворение, касцены, стрельба, атмосфера безмолвия, простецкий сюжет, но который цепляет своей харизмой. Но окей, хватит нализывать Far Cry, давайте я все расскажу по порядку. По сюжету мы в Винджа, в поисках лучшей жизни. Знакомимся с подругой по основному сюжету. Ищем новых поселенцев, обустраиваем наше жилище. Но мразоты Урос пытается нам помешать это сделать. И пока жив этот Ил, он будет перебивать наших Винджа. Поэтому придется отправиться на его поиски и принести ушко Ила. По дороге узнаем, что наш главный герой обладает очень сильным духом. Может приручать зверей, даже может сам стать зверем. Но это, конечно, только под трипом. Прирученные животные будут помогать осуществлять наши цели, убивать врагов, разведывать обстановку, и многие из них обладают своими характеристиками. Медведь живучий, выступает в роли танка, саблезуб наносит большой урон, и ягуар скрытный. А также есть сова. Она обследует территорию, показывает врагов, нападает на них и умеет скидывать приготовленные бомбы. В общем, повеселиться в Far Cry Primal можно однозначно, особенно с прокачкой навыков. По сюжету открываем новое оружие, какие-то бусты для быстрого передвижения и тому подобное. Что именно мне нравится в Primal? То, что тут есть охота. С помощью шкур и других ресурсов апгрейдим нашу сумку, оружие и так далее. Очень быстрый крафт, без духоты, без ожиданий. Наклепал себе стрел прямо во время боя, и ты как-то не считаешь, что это все нереально. Потому что сам геймплей очень быстрый, мувмент приятный. И на фоне такого крафта тебе хочется стараться делать красивые убийства. И самое главное, какая приятная стрельба. Лук просто имба. Очень хорошо ощущается. Когда ставишь хедшот, удовольствие приносит знатное. Конечно же, остался стелс. С ним также приятно избавляться от врагов. Ну и оружие ближнего боя, которое, допустим, можно поджечь и спалить нахер всю округу. Боевка в ближнем бою очень-очень хреновая, так как драться неприятно. Если с людьми еще пойдет, то вот со зверями вообще никак, они очень быстрые и нужно постоянно камеру дергать. Плюс хитбокс у средних животных типа волков очень маленький, а на фоне слегка завышенной сложности игры, что я считаю огромным плюсом, это ведь дикая природа, а угроза для твоей жизни таится за каждым углом. Ночью еще опаснее, так как выходят редкие звери, но у нас есть перекус, который все это дело балансит. Большая карта, на которой интуитивно все ясно, как и зачем двигаться.
Да, моментами у меня задница подгорала, потому что я пытался скосить путь, по итогу забретал в тупик. Но если двигаться по тропинкам, которые указаны на миникарте, никаких проблем не будет. И после познания игры отправляемся на поиски различных мастеров в своем деле. От кого-то мы получим крюк-кошку. Не напрямую, конечно, хотя что-то он нам все-таки даст. Теплую одежду, чтобы выживать в более суровом климате. Короче, разные ништяки для нашей прокачки. Ну и сами эти мастера очень интересны своим характером. С первого знакомства каждый из них чем-то да и цепляет тебя. Честно, я на минутку забыл, что Primal создавали Ubisoft. Получилось что-то совсем отличающееся от привычного нам Far Cry. А теперь сравните Ubisoft хотя бы 2016 года и нынешнюю. Тут вам и маргинальные поступки, юмор, небольшая обнаженка, секас, убийство животных ради выживания. Сюжет, пусть он и банальный, но им удалось передать историю и раскрыть персонажей практически без использования речи. В игре свой вымышленный язык, и все персонажи говорят ну как-то так. Далее у нас привычные аванпосты, только их действительно интересно захватывать, так как врагов в среднем по 5-7 человек. Сбор ресурсов, апгрейд экипировки, прокачка персонажа, уникальные интересные персонажи, привлечение животных, которые также обладают уникальными характеристиками, что я говорил ранее, и какими-то пассивными бонусами. Допустим, Мишка байтит на себя всех врагов, а на саблезубе можно кататься верхом. Очень приятная стрельба из лука и так далее и все подобное. Одним словом, нынешняя Ubisoft нисколечки не схожа на момент Far Cry Primal. И для меня лично это лучшая часть во всех сериях Far Cry. Вторая, третья крутые части, тут спору нет. Но как-то так вот повелось. Также на фоне остальных игр она очень сильно отличается. Вот те ребята, которые прошли все части Far Cry, не дадут мне соврать, что это уникальный продукт. На момент выхода многие, конечно, не поняли, что это вообще такое вышло. Где наш привычный Far Cry с пистолетами и автоматами? Тем не менее, в 2020 году была инфа о 4 миллионах проданных копий. Почему юбики дальше не стали экспериментировать в этом направлении, я не знаю. Ведь у них на то время было много подразделений. Дали бы ребятам заниматься чем-то своим уникальным. Но мне кажется, что юбики сами не поняли, что сделали феномен, который очень неудачно просрали. И тут как раз таки мы подходим к тому, что Far Cry Primal это последняя игра Ubisoft, с которой они решили провести эксперимент. Что-то совсем новое. Через год выйдет Assassin's Creed Origins. И дальше вы знаете, что произойдет. Ежегодный шаблон, внутриигровые покупки и бесконечный гринд. Кто сейчас захочет поиграть в Primal, вы скорее всего останетесь полностью удовлетворенные игрой. Тем более, если вы не фанат привычной серии Far Cry. С вами был Мистер Кабан. Спасибо за просмотр, на связи.